Привет. Приветик, Жень. Здорово. Чего, Дай обниматься 5. будем? Давай. Ничего себе. Обычно мне все руки протягивают, а тут обниматься. Но это уже многообещающе происходит. Так мы с тобой сколько общались-то в этом, я уже переписываюсь. Ну, скорее бы встретиться уже нормально, посмотреть, пообщаться. Ну как, не разочарована? Да нет, вроде нормально все. Похож на фотографии. Ну да. У меня всегда... у меня с чувством юмора вроде как неплохо. И мне все время хочется выложить свои фотографии, ну там, скажем, 5-6-летнего возраста. Вот, и потом сказать, что, ну вот, додумай, как я сейчас выгляжу. Но я понимаю, что это тяжеловато для восприятия будет. И вообще, зачем я про это говорю? Зачем я про это говорю, я не понимаю. Давай расскажи лучше про себя. Свою историю. Ой, ну что, в Питер вообще недавно приехала. Ну, ты написала, что приезжая, да. Да, я приехала вообще в Башкирии, жила до этого. У меня родители, знаешь, чем занимаются? Откуда? Есть предположения какие-то вообще? Если они тоже из Башкирии, да? Ну да, мы все там живем. Башкоркостан, да? Это Элиста у вас столица? Нет? Уфа. Уфа. Ой, прости. Я туплю, да. Уфа. Чем занимаются в Уфе? Ну что там больше всего? Хотят уехать? Сидят в Уфе и хотят уехать из Уфы? Не знаю. Чем у вас там занимаются? Ну что, слышал песню «Индийский чай, башкирский мед», вот это вот? Слушай, нет. Нет? Но чаем? Индийский чай, башкирский мед. Индийский чай. Ну, я не знаю, может быть, индийский чай выращивают в Башкирии, я же не знаю. Да нет, у меня родители, они, пчеловоды. Больно было? Ну, если честно, конечно, все-таки больновато. И там вот этих ульев просто куево просто, их очень много всего. Вот, и суть в том, что... этих пчел все мое детство было очень-очень много, и этот мед, у меня вообще аллергия на мед, я его есть не могу, они там все в меду просто. И, там жили, троси-боси, я думаю, там вообще просто, ничего не было, я еще думала, может, в медицинский поступить, может, что-то, поступила, переехала. Вот вся эта волокита, но недавно вот Питер как раз-таки сюда уже добралась нормально и живу, тут. Нифига себе у тебя история. То есть ты не пошла по стопам родителей и не стала пчеловодом, да, правильно говорить? Ну да, бортничество. Ничего себе. Ну это прям история, я тебе могу. То есть у тебя уже история есть какая-то. Ну а отношения у тебя, что, как вообще с отношениями с мужчинами, с Да, это вообще. Примерно так же, как и с пчелами. Примерно так же, как и с пчелами. Ну просто интересно. То есть у меня-то понятно, багажник в принципе приличный, потому что мне лет уже прилично. Вот у меня есть опыт, а у тебя чего там с опытом? Ну, как тебе сказать? Ну как есть. Ну, был случай такой, что вот я только приехала в Питер на вокзал, вышла с этим чемоданчиком, все дела. А тут, дожди, как всегда, просто льют. Я такая: привет, Питер, все круто, спасибо за приветствие, душевный прием. И, смотрю, парень стоит, что-то там по телефону разговаривает, туда-сюда. Я, дождалась, как он говорит. А у меня сумка тяжелая, я вообще не могу ничего сделать. Там еще колесико, сломалось, и там вообще ничего не сделать. Я к нему подхожу, Миша его звали. Шо? Миша. Говорю: Миш, помоги, пожалуйста, там. Я сначала познакомила, спросила, конечно, на кого. Мне нужно платок приготовить, там в конце плакать надо будет. Давай мне платок. А тебе платок дать? Ну ладно, я тебе чистый дам, а то этот не очень чистый. Ну и в общем, я к нему подхожу. Говорит, помоги там с сумкой. Все, там начали общаться, помог, довез, там все дела. А через некоторое время такой мудак, это вообще, он там и с другими девочками общается, и по барам ходит постоянно в эти клубы, все дела, ничем таким не занимается, и работы у него никакой нет, и на маминой шее постоянно сидит, вообще никаких перспектив, ничего вообще нет, поэтому так. Вот такие случаи. Поэтому он на вокзале и терся. Поэтому он на вокзале стоял, может, он ждал меня, я не знаю. Ну, то есть тебе тоже иногда везет на мудаков, назовем их так. Тебе тоже везет? На мудаков постоянно. А что в одном месте собрались сразу 6 мудаков? Они вообще, они ко мне липнут, я не понимаю почему. Может, у меня какая-то мудачья присыпка на мне, я не в курсе. То есть у меня ладно, зато у нас много общего. Кстати, нас это объединяет, я с тобой согласен. Опять, да, действительно. Нас объединяет именно этот момент. Слушай, ты лягушка-путешественница, я тебе могу сказать. Ты у нас из Башкирии и в Питер. А, кстати, почему ты не в Москву приехала?
Да там вот это постоянно суета, все бегают, там свой ритм жизни, там вообще не то. А в Питере тут атмосферно, тут прикольно, тут Исаакиевский собор есть. И люди душевнее, да? Да, особенно Миша. Ты про Мишу, ну вот как так? В присутствии одного мужчины вспоминать другого. Ну ладно, слушай, ну и... Ну, конечно, не только в Питере хочется побывать, еще там поездить, вообще в другие страны хотела бы съездить. Особенно вот эта слякость постоянно. Я сегодня зашла в Мак покушать просто. Только, ну, там уже еще закрыто все на карантин, нигде, короче, ничего не... А я Мак обожаю просто. Я люблю эти бургеры, картошечку, так что, если что... Вот. И, ну, короче, вышла на улицу, где еще можно поесть, там в парк зашла, все дела, короче, кушаю, и тут дождь пошел просто, думаю, что делать, короче, ладно. Стала есть и ушла, короче, оттуда. И их, не знаю... И к чему ты это? Я уже забыла. Я, короче, ну, на море хочу. Хочу на море. Хорошее желание. Я тоже хочу на море. Есть не знаю, я хочу там песочные пляжи, так. там на яхте покататься, все дела. Тем более, ну вот про Мак ты что сказала? То, что слякоть тут постоянно, дожди тут, все дела и вот все. Депрессия осенняя. Депрессия прошла уже, сейчас новая будет, наверное. Вот, поэтому вот в Доминикану хочу. Ты же, кстати, бизнесом занимаешься. Да. Везешь меня в Доминикану? Я только хотел сказать, что мой бизнес не связан с путешествиями. А отвезу ли я тебя в Доминикану? Слушай, ну, скажем так, на этой машине мы в Доминикану не попадем. Мы не доедем, потому что это островное государство, да? Вот. И второй момент, я вообще не против. Вообще не против. Единственный момент, который нужно, скажем так, обсудить на берегу, за чей счет банкет? За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Кто платит за Доминикану? Ну, чтобы я тоже понимал. У нас двоих, у кого борода? У меня или у тебя? У кого борода, тот и платит. Борода у меня. А разве это так написано в этом самом, в купо? Ну, то есть, это брошюра, да? Брошюра «Прилетайте к нам в Доминикану». Да. И внизу звездочка и мелким шрифтом «Платит тот, у кого борода». Да потому что мелкий шрифт всегда читать надо. Всегда читать, а я не прочитал. Вот. Значит, платит тот, у кого борода. Угу. Слушай, ты знаешь, какая история? Все бы, в общем-то, неплохо, у меня действительно бизнес. Я тебе честно сразу скажу, чтобы не было у нас никаких там недомолвок или еще что-то. У меня бизнес. Но у меня бизнес какой? У меня 2 платных туалета. Туалет типа сортир. 2 платных туалета в городе. Чего, блядь? И 2 ларька с газетами, табаком, туалетной бумагой и носками. Ну, такой, как бы, небольшой бизнес. Вот, у меня сидят там бабушки. Вот, они много зарплату не просят, и я кое-как держусь на плаву. Но я планирую расширяться. Я планирую открыть сеть туалетов. Ну, то есть в год по туалету. По платному. Вот. Бабушек тоже тяжело набирать. Может быть, я и сейчас бы открыл, но, видишь, немного бабушек осталось у нас, к сожалению, работоспособных, поэтому приходится... Я пару раз сам сидел в туалете, работал. По большому? Отлить, да. Вы просто отлить? Вот, но потом я не очень пахну, если честно. Поэтому я решил от этой истории немножко отказаться. Вот, и пока нет возможности отвезти тебя в Доминикану за мой счет, потому что, ну, не очень хорошо писают люди. Ну, не очень много сейчас, к сожалению. Жень, ты что, угораешь, что ли? На тему. Какие нафиг туалеты? Ну, какие туалеты? Ну, вот, общественные. Эти газеты, туалеты. Ты туалетную бумагу тоже продаешь? Рядом с туалетом ставишь? Нет, но туалетная бумага продается, да. Откуда? Я тебе еще идею подкину. Давай. Ты какую-нибудь хорошую туалетную бумагу покупаешь, чтобы еще дороже было. Ну, блин, мне жалко денег, и люди, знаешь, как оказалось, им все равно чем подтираться. Нет, ты шутишь сейчас, что ли? Реально туалеты? То есть я с тобой знакомилась, общалась, все, вот это тебе рассказала. Я тебе вообще мужчину мечты видела. А ты туалетами занимаешься? Ты что, вообще? Ну, туалетами и газетами с туалетной Какими бумагой. нафиг газетами? Кто вообще сейчас газеты читает? Ну, нет, есть люди, кто... знаешь, они только для чтения покупают. Иногда кошечкам подстелить или на стены наклеить. Или попу подтереть.
Ты представляешь, они газеты будут покупать вместо туалетной бумаги? Какие нафиг газеты? Ты чё, вообще что ли? Не, ну а что, это что же бизнес? Просто, я же тебе говорю, я расширяться собираюсь. Ты зря сейчас так бурно реагируешь. У нас в России вообще бизнес делать тяжело. А бизнес надо делать на вечных потребностях человека. Понимаешь? Так а что ты кафешку не открыл? Люди есть постоянно, хотя ты туалеты вот эти открыл. Оп, смотри, локдаун и кафешка закрыта. А туалеты работают всегда. И главное, что люди всегда ходят в туалет. Знаешь, что я тебе могу сказать сейчас? Мне кажется, что ты просто хочешь в туалет. Хочешь, я тебя покакать отведу бесплатно. Иди в задницу, какой туалет? Я не пойду никуда с тобой. Еще на первом свидании ты меня в туалет приглашаешь? Ну, пописать бесплатно. Это бесплатно, я денег не возьму. Спасибо тебе огромное, поклон тебе большой. Воспользуешься, если есть возможность пописать бесплатно, ты же можешь, там может еще и покакать надо. Там, как. Ну а как? Вдруг приспичит. Это бесплатно, я не возьму денег. Можете наоборот денег подкинуть. Какие нафиг туалеты? Ты что, вообще с ума сошел? Ты с девушкой собрался на свидание, ты занимаешься туалетами какими-то. Ну скажи мне еще, что ты срать не ходишь. Ну вот скажи, что ты не ходишь в туалет. Ну скажи, не ходишь. Какают. А, да? Ну извини тогда. Тогда, блин, я не смогу тебя ничем удивить. К сожалению. Пипец, просто сам ты вообще куда-нибудь хочешь уехать, нет? Или ты так всю жизнь будешь туалетной бумагой торговать? Ну, по Питеру вот так вот ездить. Во-первых, я не понимаю, почему ты вот так говоришь. Вот, мне кажется, что это вполне себе достойный бизнес. Вот зря ты, кстати. Мне кажется, зря. У нас с тобой были бы отношения дальше бы, да? Я бы открыл сеть туалетов, ты бы в каждом районе бы могла, будучи моей женой, бесплатно пописать. В каждом районе. Ты с ума сошел? Иди в задницу вообще. Какие районы, какие туалеты? Ищи себе другую дурочку. Да, ну, что я могу сказать? Вот, вначале это может показаться не очень. Но давайте будем честными. Все это делают, правильно? А бывает, что иногда негде это сделать. Понятно, что за общим столом или там в знакомстве родителями познакомьтесь, это Женя, у него можно бесплатно посрать. Это звучит не очень, но я уверен, что это нужное общественное дело, потому что это делают, этим занимаются все, понимаете? А если ты занимаешься этим и несколько раз в день, то, умножив, сколько сейчас туалет, 30 рублей стоит, у нас в Питере минимум 30 рублей общественный туалет, 30. Если умножить это на... Короче, бабла, перспективы, блядь, неебические, это я вам честно могу сказать. Планирую все свободные средства инвестировать именно вот этот вот какашный бизнес. Мне кажется, что перспективы какашного бизнеса просто люди не досматривают. А там потом акции сделаю, IPO, а потом сделаю валюту электрическую и назову ее какашка. Напишите, как назвать. Все, у меня коронавирус. Как назвать цифровую валюту человеку, который держит общественные туалеты? Ну, например, биткоин, только какашка. Ну, короче, мне не приходит фантазия, а вы напишите. Ну и скажите, перспективный бизнес или нет. Мне кажется, у нас в России очень перспективный бизнес. Я не знаю, что женщина тут расстроилась, а мне кажется, что все вообще нормально. В общем, друзья мои, пишите и приходите ко мне в общественные туалеты. Я вам сделаю скидку. 2 рубля. Пишите.